Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. Это видео я хотела бы посвятить петунии и поговорить о том, как ее формировать. В этом году я посадила петунию из семян. У меня несколько видов, несколько сортов. Есть как и ампельные сорта, так и кустовые сорта петунии. В основном это мягкие тона: белый, голубой, синий, лавандовый. Но есть и насыщенные окраски, например, вот красная вот такая петуния. Это опера красная, опера суприм. Вот еще вот такая петунийка тоже, лососевый цвет, это петуния ампельная, она только начала разрастаться. И несколько белых сортов с зелеными прожилками, чисто белые сорта. Петуния очень выносливое растение, и если даже вы новичок и еще никогда ее не выращивали, я советую попробовать. Дело несложное, и получите массу удовольствия после того, как начнется цветение. Полюбуетесь своим трудом, насколько это красиво. Но поговорим именно об обрезке петунии. Многие садоводы сейчас посвящают этому видео. Я тоже хотела об этом поговорить. На чем они акцентируют внимание? На том, что если вы не будете обрезать петунию, то она будет полковаться, как они говорят. Что они имеют в виду? Вот если взять этот горшок с петунией, то речь идет о вот таких длинных плетях, которые формирует петуния, если ее не обрезать. Эту петунию я еще не обрезала. Вот она в таком виде. После того, как я ее высадила из рассадной ячейки в кассете в горшок. Это горшок 5-литровый. Значит, что они рекомендуют? Они рекомендуют обрезать стебли петунии, буквально оставив 2 почки, то есть 2 листика от основания и до точки обрезки. Я этого делать не буду. Я буду формировать свою петунию по мере того, как она цветет. Вот, например, на этом кусте еще практически нет отцветших цветков, поэтому возьмем другой куст, там, где есть такие цветки. Вот, например, этот. Вот здесь уже есть отцветший цветочек, вот он. Значит, как я формирую? Я не просто удаляю этот цветок, я срезаю тут, где вот начинается цветонос. Даже можно немножко ближе срезать к основанию стебля. Вот так вот. Вот здесь вот еще один цветонос, который отцвел. Я его точно так же срежу у основания стебля. И вот уже появились 2 новые точки роста, с которых начнут формироваться стебли, и петуния ваша начнет загущать этот кустик. Чего добиваются такой обрезкой? Пытаются сделать куст набитым, то есть со множеством отростков, со множеством боковых стеблей, на которых дальше будут образовываться цветы. Что здесь еще надо учесть? Некоторые садоводы обрезают петунию практически у основания, оставляя эти 2 почки, и лишают себя наслаждения цветением этого прекрасного растения. Я так не делаю, я обрезаю примерно 30% от общей массы цветения, не больше, чтобы оставить петунии цветы и не так сильно травмировать растение этой кардинальной обрезкой.
будет обрезка практически в ноль, вам придется ждать следующей волны цветения примерно 2 недели. Что, конечно же, в условиях короткого лета нежелательно. После того, как петуния обрезана, ее нужно покормить азотными удобрениями, для того, чтобы она быстрее нарастила зеленую массу и снова восстановила свое цветение. Ну, вот такая она, эта красавица петуния, которая украсит любой сад. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, если видео вам понравилось. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Скоро увидимся.